Такая знакомая всем песенка. М? Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне жить осталось? И стоим, слушаем, считаем. Но давайте внесем ясность. Знаменитую песенку исполняет только самец кукушки. И только с одной целью – привлечь самочку. А предсказание количества лет нашей жизни совсем не его задача. Кукушки – скрытные птицы. Мы чаще их слышим, чем видим. Кукование самца разливается по лесам и полям до 2 километров. Самые напористые певцы могут прокуковать до 360 раз, пока не найдут пару. Самочка отвечает песней, похожей на хохот, свист, трель, иногда шипит, квохчет или стрекочет. А когда пара встретилась, начинается самый загадочный этап кукушки, который по сей день не разгадан. Обыкновенная кукушка не вьет своего гнезда. Почему так произошло в эволюции, ответа пока нет. Но в природе все взаимосвязано. И, конечно, для выработки такого поведения птицы когда-то были свои причины. Материнский инстинкт у кукушки проявляется в особой форме. Кукушка перед тем, как снести яйцо, тщательно выбирает приемных родителей, воспитателей будущего птенца. Чаще всего это тот вид птиц, у которых она когда-то выросла сама. Это должны быть и насекомоядные, гнездовые птицы с подходящим типом гнезда, у которых птенцы рождаются беспомощными и нуждаются в заботе родителей. Важен тип кормления через вкладывание пищи в клюв птенца. Чтобы учесть все эти детали, кукушке нужны не слабые интеллектуальные способности. Она терпеливо, по много часов может сидеть в засаде и наблюдать за кандидатами в воспитатели. Известно до 300 видов птиц семейства воробьиных, которых может выбрать кукушка. Например, трясогузка, ворокушка, дубровник, жулан, вьюрок, зарянка, заверушка, зяблик, тростниковая камышовка, лесной конек, мухоловка, горехвостка. Иногда кукушкино яйцо встречается у ворон, дроздов и других птиц. Удивительным образом отдельные группы кукушек несут яйца, схожие по оттенку с яйцами птиц-воспитателей. В 70% случаев схожие оттенки и рисунок. Большинство птиц даже не замечают подмены, но некоторые виды научились определять чужое яйцо, тут же удаляя его из гнезда, а иные, заметив вмешательство, начинают видеть новое гнездо и делают новую кладку. Как только выбраны будущие воспитатели, у кукушки запускается процесс формирования яйца. Важна сама процедура сноски яйца. Иногда кукушке в этом помогает самец. Он налетает на гнездо, изображая хищную птицу, ястреба, на которого он действительно похож. Птица слетает с гнезда, а в это время на гнездо садится самка кукушки. Она достает из гнезда родное яйцо и тут же сносит свое, успевая это сделать за 10-15 секунд. Иногда кукушка может поклевать все уже снесенные яйца, но чаще производится лишь подмена, так как некоторые птицы умеют считать. Кукушка сносит только по одному яйцу. Следующее у нее будет через длительное время. Справедливости ради стоит отметить, что есть виды кукушек, которые вьют гнезда сами или занимают чужие гнезда, высиживают птенцов и выкармливают сами.
Но обыкновенная кукушка, описанная еще Аристотелем, совершает такой коварный поступок. Но главная трагедия происходит позже. Пара приемных родителей заботливо высиживает яйца, не зная, какая беда ожидает их потомство. Кукушкино яйцо созревает обычно раньше на день-два, чем родные яйца. И это тоже тайна. Каким образом организм кукушки угадывает и приспосабливает сроки? Птенец кукушки рождается слепым, глухим, неоперившимся. Однако в течение первых суток раскрывается заложенная в него ошеломительная миссия. На его спине в первые 4-5 дней вступают в действие очень чувствительные участки, которые определяют наличие других предметов в гнезде. И этот слепыш производит вероломство. Он наклоняет голову вперед, поворачивается спиной к яйцу, как бы заползая под него, упирается ногами в стенки гнезда и, отводя крылья назад, поднимает яйцо спиной до тех пор, пока яйцо не покинет гнездо, чаще всего выпадет. Так он поступает со всеми имеющимися яйцами по очереди, пока не останется в гнезде один. Иногда он выбрасывает уже вылупившихся птенцов, всех до последнего, иногда прямо из-под сидящей на гнезде птицы. Если ему не хватает сил выбросить птенцов, то он старается их заклевать, так как он рождается крупнее и сильнее их. Родители странным образом не реагируют ни на выпадение яйца, ни на потерю птенцов. Птенец кукушки прожорлив, как 4 птенца из родительской кладки. Птенец кукушки кричит таким же писком, как родные птенцы, даже громче их. А клюв его окрашен в ярко-оранжево-красный цвет, который гипнотически подчиняет инстинкт родителей его кормить. Иногда кукушонка кормит мимо пролетающие птицы. Иногда кукушонка помогает кормить его родная мать вместе с приемными родителями. Если новорожденный кукушонок не сумел избавиться от братьев и сестер в гнезде, то он эгоистически оттесняет их, требуя постоянного персонального кормления. Если родители не справляются или умудряются кормить своих птенцов, то кукушонок может ослабеть и погибнуть от голода.
Через 2 недели кукушонок уже в 2 раза больше своих приемных родителей и еле вмещается в гнездо, но по-прежнему кормится способом голодного крика из гнезда. Первый полет кукушонок совершает на 21-22 день. Через 5 недель кукушонок уже может отлетать от гнезда на несколько сот метров. Однако во всех случаях слетки кукушки в первые дни после гнездовой жизни перемещаются очень неохотно. Выбрав удобный пень, ветку или кучу хвороста, они часами остаются на одном месте, подзывая приемных родителей чирикающим призывным криком. Кукушонок сидит обычно весь распушившись, изредка подавая голос, служащий ориентиром для его воспитателя. Однако во всех случаях слетки кукушки в первые дни после гнездовой жизни перемещаются очень неохотно. Полноценный полет у кукушонка формируется к 7-й неделе, когда сформированы крылья и хвост. Но еще и тогда приемные родители подкармливают птенца. В конце периода выкармливания кукушонок несколько дней буквально гоняется за птицами-воспитателями, назойливо выпрашивая у них корм. Причем делает это он уже и тогда, когда может питаться самостоятельно. Так или иначе, но приходит время расставания. При этом обычно не кукушонок оставляет своих воспитателей, а они избавляются от него. Кормят его все реже и, наконец, перестают. Это случается чаще всего в конце июля, начале августа. За весну и лето кукушка может снести от 10 до 25 яиц. Иногда в гнездах воспитателей оказывается по 2-3 кукушкиных яйца от разных самок. Сценарий в этом случае тот же. Остается тот птенец, который сможет выбросить из гнезда остальных. Нам трудно принять сценарий кукушкиной жизни. Невероятно жаль погибающих птенцов. Возникает закономерный вопрос: зачем нужна кукушка в природе? Оказывается, есть один весомый фактор. Кукушка относится к редкому количеству птиц, которые могут поедать пушистых гусениц. Подавляющее большинство птиц обходит стороной таких гусениц. У гусениц имеются ядовитые щетинки на теле, которые впиваются в стенки птичьего желудка, и птица в итоге погибает. А у кукушки есть защитное природное приспособление. Стенки желудка кукушки периодически отслаиваются, и кукушка выплевывает впившиеся щетинки. Перед поеданием пушистой гусеницы кукушка встряхивает ее или бьет об ветки, чтобы уменьшить число щетинок. За 1 час кукушка съедает около 100 гусениц. Тот, кто собирает урожай в саду, знает, чем опасно нашествие щетинистых гусениц. Они поедают просто все подряд. Листья яблони, груши, сливы, вишни, ореха, крыжовника, смородины, малины. Гусеницы не обходят стороной овощи и бахчу. Пушистые гусеницы объедают не то что сады, а целые лесные угодья, превращая деревья в засохшие, умирающие стволы. Эти гусеницы просто бесконечно грызущие машины для уничтожения зелени. Люди применяют пестициды для их травли, но химия беспощадно уничтожает не только гусениц, а много других живых существ. Поэтому счастье и радость увидеть в саду или в лесу кукушку, прожорливую, неустанно поедающую гусениц кукушку. На помощь ей приходят иногда иволга и некоторые жужелицы.
Но первенство в уничтожении полчищ пушистых гусениц держат только кукушки. Может, пройдет не 1000 лет, и способ размножения кукушки обыкновенной перестанет быть столь жестоким. Природе, конечно, видней. Она создавала баланс живого мира задолго до появления человека. Нам остается лишь наблюдать, изучать и сохранять этот баланс. А пока обыкновенная кукушка борется за свое выживание, как умеет. Другие птицы по-своему борются с кукушкой, защищая свое потомство. Иногда устраивают настоящие бои, если заметят кукушку. Такова она, наша природа, прекрасная и удивительная.